национальности? Национальности крымских-татарин по вероисповеданию мусульмане. Гражданин Российской Федерации. А чем ты известен? Почему тебя знают? Ну, я стал рассказывать. Я занимаюсь правозащитой. Я сын первого покойного, значит, ветерана национального движения. Что я какой-то преступник, какой-то наркобарон, автоматчики, бронежилет, маски. И они в прошлом году обвинили его в том, что он нападал на сотрудников ФСБ, бил их, всячески измывался, якобы межнациональную и межрелигиозную рознь ввел. Но эти попытки, когда не получились, все это ложь было, они обвинили его террористом вне закона. Аккуратнее! Тимур, Аллаху Акбар, валиллахи алхамд, Аллаху Акбар! У меня два сына, я забыла.
Когда начался террор в 30-е годы, не обошли нашу семью тоже. Пришли трое КВДшники, нас всех из дома выгнали, выбросили одну подушку, одно одеяло и одно матрас. И запечатали дом. И посылают в Среднюю Азию, в Узбекистан, голодный степь. Руслану 33. В 9-летнем возрасте он вместе с семьей вернулся из Узбекистана в Крым, куда ранее были выселены его предки. Семья жила бедно, и в 7 классе отличник Руслан вынужден был бросить учебу и пойти работать. Сначала он работал официантом, а в последние годы перед арестом работал строителем. Со своей будущей женой Мирьем он познакомился, когда оба уже соблюдали все нормы и законы ислама. Меня вот так зовут. Ну, правда, я не красавец, у меня уши торчат, и я светлый. Я была в шоке. Думаю, странное знакомство, надо точно увидеться. В июне исполнилось 10 лет, как Руслан и Мирьем поженились. У них 3 дочери. Дочки видели отца в последний раз 3 года назад в суде. Естественно, он был в наручниках, и он остановился, да, то есть ему разрешили остановиться. И вот среднему Минешке, когда она увидела, как его уводят, она начала кричать. И он это услышал. И он мне сказал, больше не приводи детей, не нужно. Свою вину в инкриминируемом мне преступлении за 2 с лишним года я не признал и не признаю. И я надеюсь, что этот факт можно понять любому разумному человеку, потому что грош цена этому обвинительному заключению, где каждый факт и сложный в нем извращен. Geceleri beşiğinin başında bahtı dolu saatlerin geçirem seni sağlam yaşasın dep ayneni sana temiz ana sütün içirem. Открытое обращение Андрея Дмитриевича Сахарова. Открытое обращение Андрея Дмитриевича Сахарова. Открытое обращение Андрея Дмитриевича Сахарова. Защиту крымских татар. Года. Начало 1900. Президиум Верховного Совета СССР. Президиум Верховного Совета СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежневу. Открытое обращение. Открытое обращение. Глубоко уважаемый Леонид Ильич. Глубоко уважаемые члены Президиума, глубоко уважаемые члены Президиума Верховного Совета СССР. В Крыму со ссылкой на секретное постановление Совета Министров СССР номер 700 от 15 августа 1978 года осуществляются сейчас массовые жестокие акции выселения крымских татар, массовые жестокие акции конфискации купленных ими домов, разрушение, конфискации имущества, купленных ими судебное преследование крымских татар, проживающих без прописки из-за антиправной, дискриминационной без прописки, из-за антиправной, дискриминационной политики местных органов власти.
Дети и старики без теплой одежды вывозятся в открытую степь. Без теплой одежды вывозятся в открытую степь. Много крымских татар осуждено к различным срокам заключения. Осуждено к различным срокам заключения. Официальное объявление, согласно которым продажа домов крымским татарам повлечет за собой выселение из Крыма. Эти акции являются нарушением человеческих прав. Вывешиваются официальные объявления, они не имеют оправдания, согласно которым продажа домов крымским татарам повлечет за собой выселение из Крыма. Вмешаться. Эти акции кардинально исправить историческую несправедливость многих людей, совершенную сталинской администрацией 35 лет назад. Я призываю вас по отношению к целому народу, высшие органы власти если страны, на пути этих единственно возможных и кардинально исправить стоят мелкие кастовые интересы, совершенную сталинской администрацией, ложные опасения некоторых из ваших советников к целому народу. Игнорируйте их. Только так еще можно смыть пятно позора с СССР, если ликвидировать очаг единственно возможного беспокойства в нашей стране. Если на пути этих единственно возможных решений стоят мелкие кастовые интересы, местной власти, и ложные опасения организаторов из ваших национального движения в городе Бахчисарае. Только так еще можно смыть пятно позора с СССР. Открытое обращение непрерывного беспокойства в нашей стране. С уважением. Андрей Сахаров, академик. Машинописная копия письма хранится в архиве Организации Крымско-Татарского национального движения в городе Бахчисарае.